Вот такой прекрасный суп с фрикадельками я сегодня подаю на ужин моей семье. Она сладкая будет, яблоки запеченные в духовке. Если вы хотите узнать, как я все это приготовил и сделал, оставайтесь на моем канале, и я вам все покажу. Всем здравствуйте и добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я хотел показать вам, как я буду делать суп с фрикадельками. И на сладкое и на десерт я буду подавать яблоки, запеченные в духовке. Так что давайте приступим. В кастрюлю я налил воды и кинул туда 1 кубик куриного бульона. И туда насыпем немножко польской приправы, у меня такая есть. Так. И теперь мы включаем газ, и пускай она закипает. Тем временем у меня здесь уже готово 2 морковки, 2 картошки, 1 луковица. Все это мы сейчас порежем и кинем туда в кастрюльку. Лук с морковью я порезал, и сейчас мы все высыпем туда в кастрюлю. Так. И тем временем я взял 2 пачки фарша. Здесь свиной фарш и фарш говядины. Они по 500 грамм каждый. Так что я возьму половину с каждого, чтобы у меня было 500 грамм свино-говяжьего фарша. А то, что я не расходую, я сейчас все поставлю в морозильник. Вот так. Оттуда половину примерно я взял. И примерно половину отсюда. Остальное сейчас я упакую и в морозильник. Итак, здесь у меня 250 грамм говяжьего, 250 свиного фарша. Я туда добавлю немножко перца. Немножко соли. Я добавлю 1 яйцо. Вот так. И теперь мы все это перемешаем как следует. Не знаю, правильно я делаю или нет, то, что я добавил яйцо, но мне кажется, если добавляешь яйцо, когда делаешь фрикадельки, шарики эти, они все будут держаться вместе, потому что мне кажется, что сам по себе фарш будет иначе очень рыхлый, и все шарики фрикадельные будут ломаться. Так что теперь сейчас мы хорошо замесим. Итак, пускай она немножко постоит, пока мы займемся картошкой теперь. Теперь взяли мы картошку. Сейчас разрежем и закинем нашу кастрюльку, которая кипит. А теперь всю эту нарезанную картошку мы переложим сюда в кастрюлю, чтобы пускай она тоже кипит. Так. И как закипит, то начнем делать фрикадельки. Так что у нас мясо уже готово. Суп у нас кипит хорошо. И теперь время добавлять наши фрикадельки. Я рядом поставил 1 миску с водой, чтобы у меня мясо не прилипало к рукам, а формировались фрикадельчики хорошо. Так что примерно такого размера. И сразу добавляем кипящий суп.
Я знаю, что это пойдет немножко время, когда все эти шарики вы покрутите, но, поверьте, получится очень-очень вкусно. У всех разные методы, как они делают фрикадельки, но я делаю таким образом. Итак, фрикадельки я все сделал. И пускай теперь они варятся. Накроем, и пускай потихонечку все это варится у нас. А тем временем, пока наш суп варится, мы займемся нашими яблоками. А наша духовка уже нагревается до 180 градусов. Яблоки я уже вымыл. Сейчас мы их очистим от сердцевины. Вот так. Итак, яблоки у нас готовы на посудине, на формочке красиво. И теперь в эти дырочки туда мы засыпем немножко корицы. И засыпем сахаром. Я знаю, что когда они выпекутся и когда остынут, то там образуется даже желе. Очень вкусно, у меня дети это любят. Так. Наша духовка уже прогрелась до 180 градусов, и туда мы поставим примерно на полчаса до готовности. Смотрите, сами смотрите, чтобы ваши яблоки уже были готовы. Потому что все духовки разные, так что смотрите по своей духовке. В общем, идет до готовности. Итак, наш суп красиво готовится. Посмотрите, какая красота. Смотрите. Так что яйцо, то, что я добавил туда в мясо, фарш помогает держать красивую форму тоже. Посмотрите. Я вначале был не уверен, но это сработало. Итак, когда это все сварится, я добавлю зелень. На зелень у меня петрушка и укроп. Сейчас я покрышу, и когда все сварится, я уже в конце добавлю этот суп. Итак, суп наш вскипел, приготовился. Сейчас мы добавляем красиво зелень сюда. Смотрите, какая красота уже. Посмотрите, какая прелесть. Этот суп я сегодня буду подавать на ужин моей семье. Какая прелесть. Запах какой вкусный здесь стоит на кухне. Все это сейчас постоит минут 10. И тогда мы будем садиться за ужин. Сейчас. Итак, духовка мне сигналит. Наши яблоки готовы. Вот такая красота у меня получилась. Яблоки я держал в духовке 180 градусов полчаса. Посмотрите, они сок пустили. Они, когда сейчас постоят, немножко остынут, этот сок превратится как в желе. Итак, мой ужин готов. Это очень легкий ужин. Сегодня у нас суповой день, так как я раз в неделю готовлю суп в этом доме. Я сделал суп с фрикадельками из свино-говяжьего фарша и запек яблоки в духовке по старинному рецепту. Яблоки с сахаром и в духовке. Я их выпекал при 180 градусах полчаса. Но поверьте мне, это очень-очень вкусно. Я когда был маленький, мне родители очень часто это делали в зимнюю пору тоже. И сейчас уже почти что будет середина осени или ближе к зиме, потому что уже холодает, местами снег начинает выпадать. Так что мы готовимся к зиме, и это прекрасное блюдо зимнее.
А когда эти яблоки были в духовке, они пустили сок тоже. Так что когда они остынут, этот сок будет как желеобразный. У меня дети это очень любят. Эти яблоки подавать так, как они есть, или можно подать со взбитыми сливками, тоже будет очень-очень вкусно. Я надеюсь, что это видео вам не было скучным сегодня. Я вам, может быть, дал какую-то идею. И если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Я вам очень буду признателен, если вы подпишетесь на мой канал тоже. Так вы меня поддержите. А на этой ноте хотел бы с вами прощаться. Берегите себя и крепкого всем здоровья. И всем мирного неба. И пока-пока.